И в этом видео я расскажу, как омолодить яичники простыми способами, повысить уровень прогестерона, а значит продлить, укрепить общее здоровье и молодость всего организма еще на много лет. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Павел Сапегу. Я врач-невролог, психотерапевт, остеопат. Последние годы провожу терапевтические онлайн-консультации и сеансы и помогаю женщинам справиться с гинекологическими, эндокринными, нервными и психологическими расстройствами в их интересной и долгой жизни, в вашей интересной и долгой жизни. Но сначала нам нужно понять, почему снижается уровень прогестерона, то есть почему яичники начинают хуже работать. И у снижения прогестерона есть 5 причин. Первая – это возраст. Примерно после 35 лет появляется меньше зрелых и здоровых яйцеклеток. Чаще бывают ановуляторные циклы, а если нет овуляции, то значит нет и прогестерона. Иногда ановуляторные циклы бывают по причине того, что сами клетки яичников с возрастом теряют чувствительность к гормонам гипофиза, гормонам, которые стимулируют созревание и выход яйцеклетки из яичника. И для возраста это нормально. Но есть травы, которые усиливают их функцию. Второе – это стресс. Если вы не справляетесь с проблемами и находитесь в состоянии хронического стресса, то гормон стресса кортизол блокирует прогестероновые рецепторы, и ваш организм будет вырабатывать кортизол вместо прогестерона. А это, естественно, как вы знаете, ведет к недостатку прогестерона в организме. Третья основная причина низкого прогестерона – это редкие овуляции или вообще ее отсутствие. Именно овуляция, именно она является ключом для нормального уровня прогестерона в репродуктивные годы и перед менопаузой. Потому что после овуляции образуется временная железа, желтое тело яичника. Именно эта железа производит почти весь прогестерон, нужный для зачатия и для первых недель беременности. Если у вас нет овуляции, это происходит либо из-за того, что снижен потенциал яичников, его можно восстановить, либо из-за каких-то иных гормональных проблем, например, таких как избыток тестостерона. Стресс очень часто блокирует работу яичников, гипофиза и вообще всей нервной системы. Помните, что работа щитовидной железы тоже влияет на яичники. И это четвертая причина, потому что гормоны щитовидной железы очень важны для работы не только яичников, но и всего организма. Поэтому, чтобы ваш организм мог производить из холестерина гормон прегненолон и уже из него прогестерон, нужен нормальный уровень гормонов щитовидной железы. Если гормонов щитовидной железы недостаточно, то тело не сможет вырабатывать достаточное количество прогестерона. Тело, а именно и надпочечники, и яичники. Кроме того, возникает замкнутый круг. Когда у вас низкий прогестерон, нужно больше гормонов щитовидной железы для лучшей работы яичников. А из-за этого щитовидная железа работает на пределе. И если в таком ритме щитовидка находится долго, то, как вы понимаете, постепенно ее функции снижаются. Появляется гипотиреоз, а уже дальше снижаются функции яичников, надпочечников, и следствием этого могут быть частые ановуляторные циклы, а значит недостаточный уровень прогестерона для зачатия и для здоровой жизни. Мало того, все это тоже приводит к стрессу. Получается обратная связь. Пятая причина – высокий пролактин. Гипофиз некоторых женщин вырабатывает слишком много пролактина. Этот гормон не только стимулирует лактацию, но и у него более 300 разных функций. И до сих пор этот гормон, как и многие другие, полностью не изучены. Также высокий пролактин в крови блокирует работу яичников. Очень часто повышение пролактина бывает на стрессе,
во время приема антидепрессантов, транквилизаторов и гормональных контрацептивов. Проведя сотни онлайн-консультаций, имея за плечами 20 лет практической работы с телом и сознанием человека, я заметил такую закономерность, что повышенный пролактин очень часто бывает у людей с заниженной самооценкой. Как вы поняли, все эти 5 факторов снижают репродуктивный потенциал яичников и даже молодость женщины. А значит, у яичников нет сил и энергии для того, чтобы наступила здоровая овуляция. А значит, нет желтого тела или оно слабое. А значит, яичники вырабатывают мало прогестерона. А значит, не будет зачатия. А также прогестерон очень тесно связан с формированием либидо, то есть полового влечения к мужчине. Также долгое нахождение женщины в дефиците прогестерона может спровоцировать раннее истощение яичников и наступление ранней менопаузы. Поэтому будьте внимательны. Итак, зная основные 5 причин снижения уровня прогестерона, значит, вы можете и знаете, как воздействовать на эти 5 факторов. Фактор 1 – возраст. Как же убрать лишние годы? Как омолодить организм? Многие из вас, я уверен, подсознательно задают этот вопрос, и этот вопрос точит ваш мозг. А все очень просто. Это движение, питание, очищение и позитивный настрой. Как вы знаете, движение – это жизнь. Мало того, любая физическая нагрузка до пота у женщин обладает прогестерон-подобным эффектом. Если хорошее физическое упражнение делать регулярно и еще при этом потеть, то шансы на овуляцию и на молодость увеличиваются в несколько раз. Неважно, какая нагрузка, главное, чтобы вы чувствовали радость от движения, а не делали упражнения как какую-то повинность. То есть не занимались упражнениями только для появления овуляции. Наоборот, делая упражнения, вы заряжаетесь энергию, и вы чувствуете себя хорошо. Давно доказано, что физическая активность отодвигает наступление менопаузы и климакса на многие годы. У меня была и есть одна клиентка, ей 62 года. Менструальный цикл у нее прекратился год назад, то есть в 61. И сейчас она выглядит не старше 45 лет, без операций, без подтяжек. Секрет ее молодости – питание, движение, очищение и психологическая легкость. Мы с ней всего этого смогли добиться. Очищение бывает разное, и их много. Самое простое и доступное для вас очищение, для вашего организма, это раз в неделю делать перерыв в питании на сутки. И главное, после этого перерыва не обожраться до тошноты мусорными продуктами. Помните об этом. Я планирую сделать ряд видео по разным видам очищения для женщин после 30 лет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли вам эти видео. Обязательно напишите, и я обязательно сниму. Фактор 2. Стресс. У меня на канале есть несколько видео, в которых я рассказываю, как на фоне стресса может появиться анавуляция. Дальше трудности в зачатии. Также, как стресс может спровоцировать раннее истощение яичников у женщин после 30 лет. И какое лечение, калечение предлагает современная медицина. А еще на фоне стресса очень часто прекращаются менструации у женщин после 40-45 лет. И в этом возрасте, понимаете, их уже работу яичников запустить сложно. Но можно. И самое главное, не начать лечить это состояние гормональными контрацептивами, другими таблетками, другими препаратами, которые сжигают яичники и уничтожают вашу женственность. Подумайте на минуту, как может то, что убивает жизнь, давать вам здоровье? А ведь гормональные контрацептивы, они убивают жизнь. Они направлены против жизни. Поэтому, к сожалению, многих обманули. Контрацептивы ничего не лечат. Мало того, у них очень много побочных эффектов, о которых вам не говорят и говорить не будут, кроме меня. Еще очень важно,
для самой себя вам нужно уходить от неэкологичных стратегий мышления, потом эмоций, а потом действий на основе этого мышления. Понимаете? Многие неосознанно сами себя гипнотизируют на появление проблем в здоровье. Смотрите, например, у вас есть какие-либо неосознаваемые, несознательные убеждения. На основе этих убеждений есть дисфункциональное мышление. Это мышление порождает дисфункциональные, токсичные мысли и заблуждения. Далее эти мысли вызывают определенные эмоции, а потом эти уже дисфункциональные токсичные эмоции вызывают соответствующее поведение. И, естественно, это поведение отражается на теле и на органах. Понимаете? Ваше напряжение – это всего-навсего иррациональное мышление, которое отражается на ваших яичниках и на вашей щитовидной железе. Чтобы в этом вам самим разобраться и понять, как это все происходит, я для вас на этом канале «Осознанное здоровье» с Павлом Сапего буду снимать видео, в которых буду рассказывать о дисфункциональном мышлении, как мысли могут приводить к несчастливой жизни, и буду давать вам упражнения и новые стратегии поведения, которые помогут вам прийти к внутреннему спокойствию и благополучию в мыслях и здоровью в теле. Поэтому, если вы еще не подписались на мой канал, то подписывайтесь, я буду очень рад. Также на своем канале у меня есть спонсорская подписка. По этой подписке я показываю видео, в которых даю упражнения, секретные рецепты и другие рекомендации для восстановления вашего здоровья. Фактор 3. Овуляторные циклы. Для восстановления вашей овуляции не нужно пить контрацептивы. На них яичники еще больше истощаются, и женщина приближается к раннему климаксу, приближается к болезням, приближается к лишнему весу, к тому приближается, что тело становится непривлекательным для мужчин и для самой себя. Самооценка снижается, ну и о самооценке я уже сказал. Здесь нужно не гормоны глотать, а разобраться, по какой причине не происходит овуляция. И это может быть вызвано не только стрессом, но и врожденной патологией самих яичников или других желез. Но если вы прошли обследование и никаких серьезных патологий не выявлено, то чаще всего овуляторные циклы и, соответственно, дальше снижение уровня прогестерона имеет психогенные причины, то есть все дело в голове. Также помните, что у любой приобретенной патологии тоже есть свои причины. Чаще всего они скрыты и неосознаваемые самим человеком, женщиной. Фактор 4 – это работа щитовидной железы. Одна из проблем снижения прогестерона – это снижение функций щитовидной железы. Почему проблемы со щитовидной железой чаще всего появляются у женщин? Как вы думаете? Да просто потому, что щитовидная железа питается вашими эмоциями. Как вы знаете, женщины более эмоциональнее мужчин. Понимаете, чем больше эмоциональное напряжение, ну, естественно, тем больше и телесное напряжение, а значит, тем быстрее ослабевают функции щитовидной железы. Потому что любая, поймите, любая невыраженная эмоция находит отражение в биохимических процессах всего тела и отдельных органов. Знайте, именно нервная система управляет эндокринной системой, а нервная система управляется нашей психикой, а наши психические процессы управляются нашим разумом, то есть осознанностью. Имея осознанность, вы имеете долгую и счастливую и здоровую жизнь. Для восстановления щитовидной железы нужно учиться экологичному мышлению, скорректировать питание, принимать биодобавки к пище, определенные лекарственные травы и делать упражнения для улучшения и восстановления функций щитовидной железы. Об этом я буду рассказывать на своем канале. Более подробно об этом и о многом другом я буду рассказывать в видео, которые доступны будут для вас по спонсорской подписке. Оформить спонсорскую подписку можно на главной странице канала или в описании под этим видео. И еще нужно быть
зарегистрированной в Google аккаунте. Фактор 5. Высокий пролактин. Причин у высокого пролактина много. Например, повышаться он может из-за процессов, которые снижают функции различных органов. Например, из-за нарушения щитовидной железы, из-за гипотиреоза. О щитовидке я говорил выше. Также пролактин может повышаться из-за СПКЯ, синдрома поликистозных яичников, у которого тоже есть свои причины. Из-за любой гормональной терапии он тоже может повышаться. Из-за приема антидепрессантов. Но самая главная причина повышения пролактина – это стресс. У меня есть несколько видео о повышенном пролактине. Посмотрите его. Здесь посмотрите или по ссылкам в описании под этим видео. В заключение я хочу сказать, что все эти факторы сводятся к одному. К тому, как мы мыслим, как мы реагируем на различные жизненные ситуации. Принимаем мы что-то в своей жизни или что-то отвергаем. В шапке моего канала написано «Все болезни от нервов». То есть от того, как мы живем, от того, какие модели поведения, мышления мы используем в своей жизни. Мой канал, мои личные консультации помогают женщинам приходить к здоровой, долгой и экологичной жизни без болезней. Многие беременеют. У многих миоматозные узлы перестают расти. Некоторые перестают ощущать симптомы эндометриоза. У большинства женщин после консультации со мной и начала работы над собой, по моим рекомендациям, восстанавливается менструальный цикл. И на неопределенное время отодвигается раннее истощение яичников и климакс, который, казалось бы, стоял вот уже рядом на расстоянии вытянутой руки. Поэтому не волнуйтесь. Все у вас будет хорошо. Благодарю, что посмотрели до конца это видео. Подписывайтесь на канал. Я буду очень рад. И я желаю вам счастья. Как и обещал, расскажу вам про один очень хороший рецепт для повышения прогестерона. То есть, смотрите, натуральные активные вещества, которые содержатся в лекарственных травах, будут мягко стимулировать гипофиз, надпочечники, яичники, стимулировать для формирования здорового процесса овуляции. Понимаете, сам рецепт ничего не сделает и не повысит прогестерон. Помогут только ваши собственные действия. Итак, для приготовления суточной дозы этого чудесного рецепта вам нужно 3 столовые ложки прострела лугового и 2 столовые ложки листьев малины засыпать в литровый термос. Вот в такой термос. Его предварительно обдайте кипятком. Воду для препарата лучше брать ключевую, из земли, но можно и обычную фильтрованную. Как готовить? Утром проснулись, открыли глаза, не вставая с кровати, просканируйте свое тело. Сделайте минутную дыхательную гимнастику или просто минуту глубоко продышитесь. Во время дыхания внимание направляйте на свои яичники. Представляйте, как с каждым вдохом и выдохом они наполняются энергией. Сделав все это, вы встаете с кровати, и делаете свой утренний туалет. После умывания, после очищения нужно сделать легкую 5-10 минутную зарядку. Упражнения берите любые. Можете даже применять школьные упражнения из физической культуры, как в школе. Помните? 5-10 минут сделали упражнения, идете на кухню, а на кухне уже сделайте очищение организма с помощью растительного масла. Методика есть вот в этом видео. Пока будете сосать масло, поставьте 1,5-2 литра воды на огонь. Не в электрочайник, а в кастрюле на плите. Через 3-5 минут масло выплюньте в унитаз. Отработанное масло выплюньте в унитаз, обильно прополощите рот водой, выпейте столовую ложку качественного жидкого рыбьего жира. Вот вода уже закипела. Ополосните термос
кипятком, засыпьте в него 3 столовые ложки прострела лугового и 2 столовые ложки малины. Залейте кипятком. Через 30 минут можно выпить первые 100 грамм настоя. Пить можно или до еды, или через полчаса после еды. И за целый день вы выпиваете весь термос. Курс лечения 30 дней. Через 30 дней нужно готовить препарат из других трав. Рецепт для продолжения курса восстановления яичников вы можете найти по спонсорской подписке. Чтобы подписаться, пройдите по ссылке под этим видео или на главной странице моего канала нажмите на кнопку «Спонсировать». И сейчас обязательное условие для того, чтобы этот рецепт работал. За 5-6 часов до сна не кушайте. Выпивайте суточную норму воды по формуле 4% от массы тела. Если вечером очень хочется кушать, можете съесть одно яблоко или апельсин. Главное, помните, что если вы вечером не поедите, то до утра не умрете с голоду. Еще одно условие – это ваше внутреннее спокойствие. То есть жизнь без дисфункциональных токсичных мыслей, которые порождают тревогу и напряжение, и беспокойство. Понимаете? Вот такой хороший, замечательный рецепт для вас. Чтобы получать еще больше простых, эффективных, натуральных рецептов для естественного лечения, очищения, омоложения, оформляйте спонсорскую подписку на моем канале. А может быть, вы поднимали уровень прогестерона по-другому как-то, но не таблетками? Напишите в комментариях, как именно. Мне и многим другим женщинам будет интересно, как вы восстанавливали гормональный фон без таблеток. Обязательно поделитесь этим видео. Возможно, кому-то оно будет очень и очень кстати. Спасибо, что посмотрели до конца это длинное видео. Подписывайтесь на канал. Я буду вам очень рад. Как всегда, желаю вам счастья. Ваш доктор Павел Сапего.